Всем большой привет! Меня зовут Наталья. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу рассказать свои впечатления и сделать обзор на косметику Influence Beauty. Наверняка вы заметили этот новый бренд на полках Магнит Косметик. Если честно, о происхождении бренда очень мало информации, у него даже нет своего сайта. Известно только то, какая компания является дистрибьютором, и есть информация о том, где произведены косметические средства. Часть косметики изготавливается в Польше, часть в Китае, а часть в Италии и какие-то средства в России. Но непонятно, какой компании принадлежит бренд. Очень стало интересно, если кто-то знает, напишите об этом в комментариях. Происхождение этого бренда покрыто какой-то загадкой, какой-то тайной, что очень сочетается в целом с его концепцией. Мне очень нравится дизайн этого бренда. Он разработан как такой космический и футуристический. Нечто необычное и привлекающее внимание, что также отражено в названиях продуктов и их оттенков. Еще хотела бы отметить бюджетную цену этой косметики. Еще она позиционирует себя как веган и cruelty-free. Если вы увидите стенд с косметикой Influence Beauty Магнит Косметик, то вам в глазах бросится то, что колористика данного бренда очень яркая. Здесь очень много косметических продуктов с кричащими, броскими оттенками, яркими цветами. И в этом бренде очень много косметических средств для такого яркого творческого макияжа. Но вместе с тем здесь много действительно таких продуктов, которые удобно использовать в повседневной жизни. Для быстрого макияжа, для макияжа в стиле нюд, для естественного образа. Косметические средства Influence Beauty рассчитаны на широкий круг потребителей. Для тестирования я выбрала из этого бренда ту косметику, которой собираюсь пользоваться для повседневного макияжа. И далее я хочу рассказать о тех продуктах, которые я купила, и о тех продуктах, которые показались мне интересными и понравились при тестировании. Первое, с чего я хочу начать, это тональная основа. Я приобрела себе тональную основу с увлажняющим эффектом. Она называется Skinnovation Hydrating Foundation в оттенке 04 Medium. Я покупала ее некоторое время назад, и оттенок мне стал немного темноват, так как загар у меня уже смылся. По поводу этой основы, в первую очередь, меня удивила упаковка, так как она является вакуумной, и перед использованием там есть такая специальная воздушная подушка, которая предохраняет продукт от порчи до того, как вы его начали использовать. Эта тональная основа дает красивый такой сатиновый естественный финиш на коже. Хочу отметить, что у меня кожа сейчас нормальная, иногда даже склонная к сухости, особенно в осенне-зимний период. Мне очень понравилось, как эта тональная основа лежит на коже. Она действительно слегка увлажняет кожу, но не выглядит жирным блином на лице, что очень важно, и не жирнится в Т-зоне. Эта тональная основа стоила в районе 350 рублей. Кажется, что это дешево, но хочу обратить ваше внимание, что объем данного тюбика всего 25 мл. Это вдвое меньше, чем обычно. Покрытие она дает среднее, несмотря на то, что она позиционируется вроде как очень легкая, увлажняющая, но по факту она маскирует недостатки и хорошо выравнивает тон кожи. Эта тональная основа подойдет для сухой и нормальной кожи. И хочу отметить, что несмотря на то, что здесь написано, что она увлажняющая, она не дает такой прям липкий финиш на лице, она комфортно ощущается на коже. Остальные тональные основы я не пробовала, но разнообразие тональных основ, конечно же, очень порадовало. Любой потребитель найдет здесь тональную основу в этом бренде под свой тип кожи и под свои запросы. Кроме тональной основы, я купила себе стойкий консилер, он называется Replicant. Он идет в оттенке 01 Ultra Light. Он стоит в районе 500 рублей. Хочу отметить, что в этом бренде такое разнообразие консилеров. Вы можете подобрать себе консилер по плотности, стойкости, по степени увлажнения кожи, которая вам необходима. Это очень удобно. Но лично для меня консилер это нечто плотное и то, что призвано скрывать недостатки. Консилер Replicant стойкий, но он не настолько сухой, чтобы нельзя было наносить под глаза. Он очень хорошо ложится под глаза, хорошо распределяется, хорошо держится на коже, не забивается в складки, но и не подчеркивает морщинки и шелушения. Он хорошо маскирует. Еще бы я отметила его цвет. Он содержит в себе корректирующие пигменты, которые именно за счет пигмента, а не за счет плотности маскируют круги под глазами. Я его использую именно в этой зоне.
Остальные консилеры, которые идут в этой линейке, они очень легкой пигментации. Если честно, я не вижу для себя в них смысла, так как такое же покрытие дает просто тональная основа. И что вы можете выбрать эти консилеры только в том случае, если вы вообще не пользуетесь тональной основой, либо вы хотите очень легкий, незаметный эффект на вашей коже, или если вам нужно скрыть вообще наличие какого-либо макияжа, например, в школу, или если вы мужчина. Несмотря на бюджетную стоимость, в этом бренде очень достойные консилеры, и их легко подбирать в соответствии с оттенком тональной основы, что очень удобно. Следующий продукт, о котором я хотела бы рассказать, это кремовые стики 3 в 1. Я себе приобрела 2 стика. Первый стик это для контуринга, оттенок 01 Кеплер. Другой стик в качестве румян, оттенок Глиссе 02. Что меня удивило в этих стиках? Это, во-первых, их пигментация. Она очень легкая. Эти стики можно наносить прямо на тональную основу, сразу на лицо, и они хорошо растушевываются даже пальцем, без пятен, и дают естественный эффект. Стики кремовые, их, конечно же, нужно закреплять пудрой после нанесения. Еще бы хотела отметить красивые оттенки в линейке стиков. Единственный минус, что здесь нет кремового хайлайтера в этой линейке. Следующий продукт, который я купила для себя, это карандаш для губ. Он идет в оттенке 0,5. Он стоит 400 рублей. Тут меня поразило разнообразие оттенков карандашей для губ. Вы можете подобрать любой оттенок карандаша под свою любимую помаду. Еще эти карандаши для губ можно использовать и просто в качестве матовой помады. Еще бы я отметила, что они стойкие, и линейка помад совпадает с линейкой оттенков карандашей для губ, что очень удобно. Советую эти карандаши для губ, очень они мне понравились. Отдельно хочу выделить продукты для бровей. Я купила тушь для бровей, карандаш и маркер для бровей. Хочу отметить их красивые оттенки. Они имеют единую нумерацию и легко можно подобрать один продукт под другой. Карандаш для бровей имеет грифель с таким треугольным профилем, что удобно, его не нужно затачивать. Его цена 450 рублей. Он идет как микроматик, на руке он кажется твердым, но на бровях он хорошо распределяется, так же как карандаш для губ является стойким. И у него с другой стороны есть такая силиконовая щеточка, которой также очень удобно распределять и прочесывать продукт по бровям. Карандаш у меня идет в оттенке 0,3. Маркер для бровей у меня он идет в оттенке 0,4. Он имеет удобную кисточку, она такая гибкая, состоит из волосков. Тонкая, удобная, он водостойкий, имеет красивые оттенки. Также он слегка тинтует кожу. Его цена 550 рублей. Им удобно прорисовывать, имитировать недостающие волоски. Он, естественно, смотрится на бровях. Он удобен при нанесении, у него хорошая текстура. Очень советую эти маркеры для бровей. Очень он мне понравился. Тушь для бровей. Здесь идет удобная такая силиконовая щеточка. Он хорошо прокрашивает волоски, дает естественный эффект, не склеивает волоски, так как гель от Art Visage, например, он слегка утолщает волоски, хорошо фиксирует. У меня он идет в оттенке 0,3. В целом очень понравился этот продукт. Его цена 450 рублей. Следующее, о чем я хочу рассказать, это рассыпчатая пудра, она называется Zero Gravity в оттенке 0,1. Она имеет очень мелкий помол, ее цена 700 рублей, она дает такой матовый эффект, хорошо выглаживает, выравнивает поверхность кожи. Она идет на основе силики и очень похожа на знаменитую пудру от Make Up Forever, но только эта пудра имеет оттенок, может немного тонировать кожу. Еще она не подчеркивает шелушение. Еще пару слов хочу сказать о тенях для век. Я выбрала себе палетку для естественного макияжа. Это палетка пятерка. Она называется Алгоритм 027, тон 0,6. Ее цена 300 рублей. Вполне хорошие тени за такую цену. Но единственное, что из всех этих 5 оттенков мне не понравился вот этот темно-коричневый оттенок. Он очень сухой, плохо тушуется, но, в принципе, вот с этой палеткой можно сделать как такой естественный дневной макияж, так и вечерний смоки.
Здесь есть два шиммерных оттенка, которые можно использовать для смоки. Я бы советовала эту палетку. Еще бы хотела сказать, что матовые оттенки, эти два оттенка, они идут с очень таким мелким помолом, что очень большая редкость для бюджетных теней, и эти оттенки хорошо наслаиваются друг на друга. Но еще хочу отметить то, что в других палетках теней этого бренда, которые я просто потестила на руке, качество теней похоже, и палитра оттенков подобрана очень логично в каждой палетке. В целом, о тенях этого бренда хочу сказать, что шиммерные оттенки по качеству лучше, чем матовые. Конечно же, матовые оттенки не такие пигментированные по сравнению с палетками от Anastasia Beverly Hills, либо с палетками от Huda Beauty, но глупо их, конечно же, ставить в один ряд с Influence Beauty, так как их цена очень сильно отличается. Для такой бюджетной цены это хорошее качество. Качество теней напомнило мне тени Catrice либо Essence. Также я бы в целом посоветовала эту косметику тем, кто на бюджете, например, школьникам, студентам, у кого нет достаточно средств, чтобы покупать дорогие средства для того, чтобы экспериментировать с макияжем, пробовать какие-то новые текстуры и какие-то интересные макияжи. Я бы сказала, что Influence Beauty подойдет для таких целей. Также я бы сказала, что эта косметика в целом удачная разработка. В ней много хороших бюджетных продуктов, которые достойны вашего внимания. Здесь очень много продуктов для естественного дневного макияжа, не только для яркого. На что бы я еще советовала обратить внимание в этом бренде? Что мне показалось интересным? Я бы советовала выбирать в этом бренде помады, блески, карандаши для губ, карандаши для глаз, средства для бровей, маркеры для бровей, тональные средства и консилеры. Также мне очень понравилась рассыпчатая пудра и многофункциональные стики для макияжа лица. Из плюсов я бы еще отметила то, что несмотря на бюджетную стоимость и бюджетную упаковку, эти продукты идут с защитными мембранами, упакованы в такую пленку, что не может не радовать, так как вы можете быть уверены, что, покупая этот продукт, им никто не пользовался до вас. Что очень частая история в таких бюджетных магазинах, как Магнит Косметик. Что мне вообще не понравилось в этом бренде, что я попробовала, и мне в этом бренде даже в тестерах не понравилось, это хайлайтеры. Они мне не понравились тем, что в них есть такие явные блестки, а я люблю все-таки такой естественный эффект хайлайтера на коже, просто сияние на коже, но, возможно, тем, кто любит такие прям яркие хайлайтеры, вам может это понравиться, но хочу отметить, что это точно не для повседневного макияжа, но с этими хайлайтерами можно делать какие-то творческие, интересные макияжи на фотосессию, макияж на какие-то вечеринки, экспериментировать и так далее. Еще хочу отметить то, что в этом бренде также есть и компактные продукты, сухие продукты для макияжа лица, такие как пудра, контуринг, сухие румяна. Хотела бы отметить их красивые оттенки, мелкий помол, а также некоторые оттенки румян имеют сатиновый финиш, что очень красиво смотрится на коже. Но такие продукты не уникальны, их очень много и в других марках, поэтому я не стала на них заострять внимание и покупать их и пробовать. Но если вы ищете что-то бюджетное и хорошего качества, советую обратить внимание на эти продукты в Influence Beauty тоже. А на сегодня это все мои впечатления, которые я вам хотела рассказать об этой марке. Если у вас есть что вы можете добавить, пишите об этом в комментариях. Мне будет интересно почитать. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А на сегодня это все. Всем до новых встреч и всем пока-пока.